Здравствуйте, друзья! Сегодня Церковь предлагает нашему размышлению рассказ из Евангелия от Иоанна об исцелении слепорожденного. По рассказу евангелиста Иисус находится со своими учениками, и они вдруг увидели этого человека, который слепой с рождения. И ученики задают Иисусу вопрос: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Этот вопрос может нас удивить, но все-таки в то время очень многие считали, что любое заболевание, а уж тем более с самого рождения, это есть наказание Божие. Когда, понятно, с самого рождения, видимо, наказание родителей этого человека. Это, в общем-то, ужасная мысль и в сущности антихристианская абсолютно. Если Бог есть любовь, Он, конечно, не наказывает невинного ребенка. Он вообще никого не наказывает. Он нас учит, а не наказывает. Но надо сказать, что до сих пор очень многие христиане, в том числе благочестивые, церковные люди, все-таки очень часто так думают. И когда какие-то проблемы, особенно с ребенком маленьким, очень часто папа и мама задают вопрос: «Батюшка, а это вот наказание Божие за мои грехи детства, за мои грехи молодости?» И не так уж просто объяснить, что Бог не наказывает. А вот как сказал здесь Иисус, не согрешил ни он, ни родители его. Это для того, чтобы на нем явились дела Божии. И действительно, в конце всей этой истории являются дела Божии, потому что многие люди начинают себе задавать вопросы. Иисус подходит к этому слепорожденному, плюет на землю, делает, как говорит евангелист, брение, и этим мажет глаза этого слепого. А потом говорит ему: «Пойди и умойся в купальне Силоам». Это слово по-еврейски означает «посланный». Вот этот слепорожденный, именно как посланный Иисусом, идет, умывается и после этого приобретает зрение и возвращается. Но здесь те, которые его знали, весьма удивлены, что вот друг человек, которого они знали всю жизнь, всегда был слепым с самого рождения, теперь вдруг видит. И поэтому вот начинаются всякие споры. Некоторые говорят: это не он, это только на него похоже. Кто-то говорит, это он. Спрашивают самого слепого, а он рассказывает о том, что Иисус, некий человек по имени Иисус, делал брение, помазал ему глаза, сказал, чтобы он пошел умыться. Он это сделал, и вот теперь видит. И среди прочего, люди обращаются к фарисеям, потому что они ревнители традиций. Они знают, что можно делать, чего нельзя, что правильно и что неправильно. Вот к таким благочестивым людям обращаются люди с вопросом: как это произошло? А дело в том, что Иисус совершил это чудо в день субботний. И тогда многие из этих фарисеев говорят: не от Бога этот человек, Иисус, потому что он соблюдает субботу, не хранит субботы. А с другой стороны, все себе задавали вопросы: кто может творить такие чудеса? И вот получается большой спор, распря, как говорит евангелист, между всеми. В какой-то момент фарисей спрашивает самого слепого, что он думает, а слепой говорит, что он пророк. Дальше еще хуже. Фарисеи приглашают родителей этого слепого и его спрашивают, он ли их сын, он ли действительно родился слепым. А родители совершенно перепуганные, не станут даже защищать собственного сына. Они просто говорят о том, что да, это наш сын, мы знаем, что он был
слепым всю жизнь, а как теперь он видит, мы не знаем, у него спросите. Из чего видим, что они действительно очень боятся этих благочестивых фарисеев. Тогда фарисеи еще раз призвали слепого и спрашивают, что он думает. И когда они сильно настаивают на это, слепорожденный с явной иронией говорит: почему вы так интересуетесь? Хотите и вы стать его учениками? Это почти оскорбление для фарисеев. Далее фарисеи говорят о том, что они ученики Моисея, и о Моисее они знают все. Знают, что с ним говорил Бог. А вот этого Иисуса мы не знаем. И здесь бывший слепой отвечает еще более удивительным ответом. В каком-то смысле довольно смелым. И говорит: это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Мы знаем, что грешника Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того Бог слушает. От века не слыхано, чтобы кто-либо отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. И тогда фарисеи совсем разозлились и выгнали, прогнали этого бывшего слепого. Затем слепой встречает Иисуса, а Иисус ему задает вопрос: ты веришь ли в Сына Божия? Слепой, бывший слепой, говорит: а кто он, Господи, что мне веровать в Него? Иисус говорит: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. То есть это означает, это я и есть Сын Божий. И бывший слепой поклонился Иисусу, то есть приобрел веру. Не только зрение физическое, но и духовное зрение. Слепорожденный никогда не видел лицо своей матери, своего отца, никогда не видел солнца, не видел траву, не видел море, не знаю, реку. Всей природы он никогда не видел. Он еще является жертвой предрассудка. Потому что люди думают, что раз он болеет, то обязательно либо он согрешил, либо родители его. А на самом деле, как часто бывает так, что Господь к нам приходит именно через наши немощности, наши слабости. Очень и очень часто так бывает. Именно как в данном случае. В Евангелии чаще всего Иисус совершает чудеса только словом. Но иногда Он возлагает руки. Но очень редко Он делает какие-то, скажем так, манипуляции, как в данном случае. Он плюнул, сделал брение, то есть грязь, помазал глаза этого слепого и совершил таким образом чудо. Еще несколько раз, всего лишь совсем немного в Евангелии так происходит. Вот о двух таких случаях нам рассказывает евангелист Матфей, а здесь Иоанн. Но интересно вот это брение или грязь, потому что в каком-то смысле здесь есть намек на сотворение. Как Бог сотворил человека из праха земного, так Он исцеляет и этого слепого. И это первое. А потом Он дотрагивается до его глаз, невидящий. Это очень интересно, что Господь не боится наших слабостей, нашей немощности. Он прикасается к нашим немощностям. И это тоже очень важный момент. И потом третий. Он говорит этому слепому: теперь иди, помойся в это Силое, в этом месте, куда люди приходили для омывания и так далее. Это же интересно, потому что слепой еще не видит, но он идет.
Как он пошел? Ощупью. Трудно себе представить. Но здесь явно есть момент веры. Он сделал то, что, может быть, не сделал бы, если бы об этом не просил Иисус, человек, который вдруг заинтересовался его судьбой. Каким образом вот этот слепой пошел, в общем-то, это Силуам, достаточно далекое место. Каким образом? Вот как раз верой. Мне приходит в голову, что вот каждый раз, когда ребенок делает первые шаги, он не умеет, он очень этого боится. Но мама рядом, и мама дает ему понять: вот я здесь. Или когда, не знаю, ребенок уже постарше, конечно, впервые хоть ездит на велосипеде. Папа или мама говорят: ну давай, крути педали, я же здесь. И вот то же самое. Первый шаг веры – это именно такой, когда мы еще не умеем, не знаем, как себя вести. Но Господь с нами, и нас поддерживает, нам говорит: не бойся, давай. Вот то же самое происходит с этим слепым и с нами очень часто в жизни. Но на это не заканчивается история нашего слепого, потому что дальше будет такая конфронтация между Иисусом, всеми теми, которые радуются тому, что слепой приобрел зрение, с фарисеями, с блюстителями традиции. И вот с одной стороны мы видим милосердие Иисуса, радость всех остальных, окружающих самого слепого. И на другой стороне жестокосердие фарисеев, буквализм, казуистика, формализм. Очень часто бывает так, что люди, которые склонны к полному слепому как раз уважению к традиции, видят только формы, а не содержание. Видят, что вот здесь нарушается суббота. Они видят, что делается великое благодеяние. Это бывает и сейчас, и очень часто. Поэтому, конечно, очень важно блюсти традицию, уважать и любить традицию. Но традиция может стать пустой формой, которая вообще-то убивает содержание. Вот в этом как раз и причина конфликта Иисуса с фарисеями. И это настолько серьезно, что даже родители этого слепого, вместо того, чтобы обрадоваться, как мы видели, настолько боялись, испугались из-за фарисеев, что они, в общем-то, ничего не сказали в защиту своего сына или Иисуса. Они просто сказали: мы здесь ни при чем, вы у него спрашиваете. А что касается самого слепого, ровно наоборот. Человек вдруг стал невероятно смелым. Как мы видели, он и откровенно издевается над фарисеями, когда спрашивают, не хотят ли они стать учениками Христа. И отвечает по делу и очень правильно. Вот с человеком что-то произошло. Он исцелился. И он обрел еще и духовное зрение. Он теперь видит и понимает. И становится невероятно смелым. И здесь, очевидно, есть такая как бы игра, такая метафора и такая аллюзия, что можно быть слепыми глазами, можно быть слепыми сердцем. Есть люди, которые видят прекрасно зрением физическим, глазами, но совсем не видят сердцем. Можно иметь прекрасное зрение, но не замечать, что твой друг рядом с тобой грустен, что он нуждается в том, чтобы ты его послушал и так далее. Думаю, что именно это удивительное чудо, которое Господь совершил, когда Он впервые дал зрение этому слепому, нам говорит именно о том, что есть другое видение, есть другой взор, есть другое зрение, зрение веры. И вот это важнее всего.
для этого зрения нужно иметь новое сердце и новые глаза. Новое сердце, которое видит, что Господь есть свет мира. Как раз в этом сегодняшнем Евангелии Господь это и говорит. «Я свет миру». Спасибо.